Если твои волосы пушатся, но ты хочешь идеально гладкие прямые волосы, тебе нужно просто повторять за мной и использовать ту информацию, которую я тебе расскажу. Нам понадобится брашинг с крупным диаметром, например, как у меня 43 мм. Про остальные секреты брашинга расскажу дальше. Чтобы укладка была в радость, используйте брашинг с текстурной ручкой. Потренируйтесь делать вот такие движения, пальцы не должны скользить. Волосы должны быть чистыми, у меня чистые, просто помятые после сна. Мыть их заново не обязательно. Я беру термозащиту на водной основе и наношу на длину волос. Кстати, не забудьте про зажим, он нам понадобится, чтобы отделять волосы. Я буду использовать брашинг 43 мм, у меня от бренда iMig. Сначала тщательно прогреваю корпус, чтобы подхватить прядь волос уже разогретым брашингом. В этот момент структура волос сразу начинает принимать разглаживание. Запомните этот секрет про нагрев брашинга в начале и тоже его используйте. Обратите внимание, как быстро волосы разгладились и приобрели плотность и блеск. Завожу брашинг под прядь и подкручивающими движениями вытягиваю волосы, выглаживаю и снова получаю вот такой шикарный ослепительный результат на волосах. И на этом моменте я хочу рассказать следующий секрет, почему так происходит. А это, друзья, простая физика волос. На моем брашинге есть нейлоновые штифты и щетина кабана. Штифты подхватывают, распределяют и распутывают волосы при необходимости, а щетина кабана дает хорошее натяжение. Натяжение и температура помогают легко выпрямить волосы. А щетина прекрасно разглаживает кутикулу волоса и делает его плотным и блестящим. Это был еще один секрет – нейлоновые штифты и щетина кабана. Выделяю следующую секцию волос и действую по тому же принципу. Подставляю брашинг под прядь, направляю горячий воздух из фена по касательной, одновременно веду расческу по пряди, слегка подкручиваю, при этом брашинг создает отличное натяжение. Горячая же температура делает волос пластичным. В этот момент из волоса можно лепить любую форму. В данном случае мы легко выглаживаем его. А это и есть еще один секрет. Всегда учитывать температуру и натяжение волос в процессе вытягивания. После того, как нагрели брашинг, включаем холодный воздух и охлаждаем прядь. Это еще один момент, который нужно обязательно использовать. Если ваш брашинг не создает натяжения и при этом вы боитесь использовать горячую температуру, чтобы не навредить волосам, то у вас, скорее всего, не получится вытянуть сухие волосы именно таким способом, и тогда придется использовать утюжок. Или перемывать, распаривать волосы и сушить заново, феном вытягивать. Вы только посмотрите на эту магию. Как из сухих пористых волос можно легко получить гладкое, блестящее полотно, плотное. Если вы тоже любите гладкие волосы, обязательно попробуйте вытянуть их таким способом. Это очень легкий рабочий способ. Главное, соблюдайте то, что я рассказала вам в этом видео. Используйте нормальные брашинги с натуральной щетиной и нейлоновыми штифтами. И уточню, для разглаживания волос диаметр брашинга должен быть более 40 мм. У меня 43 мм в этом видео. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, если видео вам понравилось и было полезным. И до новых видео уроков.